Приготовим ужин из курицы на скорую руку. Крылья разрезаем на части и слегка обсушиваем бумажным полотенцем. Для начала приготовим зажарку. На растительном масле обжариваем лук до мягкости. Добавляем паприку и острый перчик и слегка все обжариваем. Снимаем с огня. Теперь в другую сковороду в слегка разогретое масло одним слоем выкладываем мясо и жарим до золотистой корочки с двух сторон. Затем вытаскиваем и продолжаем также с остальным мясом. Прожарив последнюю порцию, выключаем огонь и перекладываем все обжаренное мясо. Один раз перемешав, добавляем туда болгарский перец, перцовую зажарку, репчатый лук и специи, кориандр, черный перец, сахар, уксус, соевый соус, чеснок, зелень и соль по вкусу. Все хорошо перемешиваем и подаем к столу. Все готово. Шикарная закуска к пиву – это чикен по-корейски с острым соусом яннем. Берем любые части курицы, у меня крылышки и голень, добавляем соль, черный перец, массируем и оставляем на 2 часа. После этого наливаем молоко и оставляем еще на 20 минут. Далее берем контейнер с крышкой, смешиваем картофельный крахмал и муку. Кладем небольшую часть курицы, накрываем крышкой и трясем. Таким образом поступаем со всем мясом. Далее небольшими порциями отправляем курицу в разогретое масло. Масла должно быть достаточно много и обжариваем до светло-коричневой корочки. Курицу перекладываем на дуршлаг. После жарки даем курице отдохнуть 20 минут. Затем опять разогреваем масло и жарим второй раз уже до золотистой хрустящей корочки. Готовим специальный острый соус и наслаждаемся. Все готово. Приготовим яннем соус к чикену. Для этого понадобится кукурузный сироп, перцовая паста, кетчуп, соевый соус, сахар, острый перец и чеснок. Все хорошо перемешиваем и доводим до кипения. Первый вариант: можно отправить туда курицу, перемешать и посыпать кунжутными семечками. Второй вариант: отдельно подать к столу. Все готово. Поделюсь рецептом вкусным, сочным хей из говядины. Говядину варим до готовности и остужаем обязательно в бульоне, чтобы мясо было сочнее. После этого нарезаем мясо на небольшие кусочки, добавляем туда лук, кинзу, соль, черный перец, кориандр, острый перец, уксус, чеснок, немного теплый бульон для сочности, соевый соус, немного сахара. Все хорошо перемешиваем и оставляем на 20 минут. Все готово. Сегодня приготовим популярное корейское блюдо пулькоги. Для начала берем грушу, имбирь и чеснок, пропускаем через блендер. В кашицу добавляем соевый соус, мед, соль, сахар, черный перец и кунжутное масло. Все хорошо перемешиваем. Мясо нарезаем тонко небольшими кусочками, отправляем в маринад, туда же репчатый лук и все хорошо массажируем. Притрамбуем и отправляем в холодильник на час. Через час мясо нужно снова хорошо перемешать. Теперь на специальную сковороду, гриль или барбекю выкладываем в один слой мясо, периодически переворачивая, жарим до готовности. Если такой сковороды нет, можно жарить на обычной, налив немного растительного масла, чтобы не прилипало. Такое мясо можно подать с разными закусками, салатными листьями и с вареным рисом. Все готово. Приготовим корейское блюдо кукси. Нарезанные капусту и огурцы солим и оставляем на 10 минут. На растительном масле жарим лук до мягкости. В капусту добавляем черный перец, кориандр, острый перец, сахар, уксусную эссенцию, чеснок. Сверху жареный лук, все хорошо перемешиваем, соль добавляем по вкусу. В огурцы добавляем черный перец, кориандр, чеснок, соевый соус и жареный лук. Сахар и уксус я не добавляю, потому что нам так нравится больше. Редьку дайкон жарим до мягкости, добавляем черный перец, кориандр, чеснок и красный острый перец. Не пережариваем. Соль добавляем по вкусу. Мясо, нарезанное тонко соломкой, жарим на растительном масле, добавляем соль, кориандр, черный перец, чеснок. Жарим до готовности, по желанию добавляем острый перчик. Теперь самая главная часть кукси-мури. В воду добавляем соль, сахар, соевый соус, уксусную эссенцию и немного янними. По желанию можно добавить мелко нарезанный укроп и помидоры. В яйца добавляем немного растительного масла и жарим блинчики. Затем сворачиваем и нарезаем соломкой. Спагетти варим до готовности, затем промываем холодной водой. В глубокую чашку кладем порцию лапши и выкладываем все приготовленное по кругу. Немного кочереми, кунжутные семечки. И последнее наливаем кукси-мури. Все готово. Очень долго, но очень вкусно. Одно из самых распространенных и простых блюд в китайской кухне – это жареные яйца.
хорошо разогретую сковороду отправляем перец и жарим, постоянно помешивая 30 секунд. Затем добавляем растительное масло. Пару раз перемешали, заливаем яйца. Сразу не перемешиваем, ждем, когда прихватится низ. После этого перемешиваем, жарим до готовности, добавляем соевый соус и соль по вкусу. Все готово. Приготовим крахмальные пигоди. Редьку, дайкон солим и оставляем на 10-15 минут. На растительном масле немного обжариваем лук и закидываем фарш. Жарим, регулярно перемешивая, отжимаем редьку, дайкон и отправляем туда же. Все вместе обжариваем минутки 2, добавляем кориандр, черный перец, соль, чеснок и зелень. Начинка готова. Для теста берем 200 грамм картофельный крахмал и 100 грамм кукурузный крахмал. Хорошо перемешав, добавляем понемногу крутой кипяток. Сначала замешиваем ложкой, затем стараемся руками. Осторожно, это очень горячо. В итоге должны получить упругое эластичное тесто. Сразу заворачиваем в фольгу и убираем на 10 минут. Далее отрезаем немного теста, остальную часть обратно заворачиваем в фольгу, чтобы тесто не остыло. Тесто делим на части, тоненько раскатываем и лепим пигоди. Все делаем это максимально быстро. Лепить пигоди можно по-разному, как на варенике, полумесяцем или елочкой. После этого ставим варить на 40 минут. А пока приготовим соус. Для этого нужен соевый соус. Добавляем кориандр, острый перец, черный перец, уксусную эссенцию, чеснок. Стручковый перец можно заменить на зелень. Соус готов. Перед тем, как выкладывать, тарелочку необходимо смазать растительным маслом. Все готово. Как вкусно приготовить рамен. На растительном масле обжариваем тонко нарезанное мясо или фарш. Затем отправляем лук-порей, слегка прожарив, наливаем воду. Следом высыпаем из пакетика сухие овощи и специи. После закипания добавляем грибы. Хорошо помешав, в середину кладем лапшу рамен. Лапшу необходимо немного потрясти, чтобы она разъединилась и проварилась равномерно. В середину разбиваем одно яйцо и варим на среднем огне 5 минут. В конце добавляем сыр, по желанию зелень и острый перчик. Все готово. Приятного аппетита! Приготовим омлет. Просто отличная идея для завтрака. Берем 3 яйца, добавляем соевый соус, острый перчик, чеснок, соль по вкусу и все перемешиваем. Сковороду смазываем растительным маслом и по кругу выкладываем грибы эноки. Сверху равномерно распределяем яичную смесь. По кругу выкладываем колбаску и жарим. После того, как прожарится низ, переворачиваем. Сверху посыпаем зеленью, кунжутными семечками, завариваем кофе и наслаждаемся. Все готово. Приготовим корейское блюдо из курицы тактуритан. Курицу рубим на небольшие кусочки, варим минут 15, затем промываем холодной водой. Перекладываем в глубокую сковороду и наливаем воду. Туда же добавляем перцовую пасту кочудян, чеснок, острый перец, соевый соус, устричный соус и сахар. Хорошо перемешиваем и отправляем туда же картофель, морковь и лук. Тушим на среднем огне до готовности. В конце добавляем лук-порей и стручковый перец. Все готово. Попробовав однажды такое мясо, вам обязательно захочется приготовить это еще раз. Для этого мясо нарезаем соломкой. Опускаем сначала небольшую часть мяса, обжариваем 2-3 минуты на сильном огне. Затем вытаскиваем и продолжаем, пока не закончится мясо. В эту же сковороду опускаем лук и обжариваем 2 минуты, также на сильном огне. Далее погружаем морковь, обжариваем 1-2 минуты. После этого отправляем болгарский перец и также пару минут обжариваем. В конце добавляем красный острый перчик. В чистую сковороду наливаем кунжутное масло, соевый соус, рисовый уксус, сахар, черный перец, имбирь, чеснок. Все хорошо перемешиваем и доводим до кипения. Опускаем туда наши жареные овощи, жареное мясо, зеленый лук, острый перец и соль по вкусу. Хорошо перемешиваем, жарим 1-2 минуты. В конце посыпаем кунжутными семечками. Все готово. Это обалденно вкусно.
Приготовим кимчи поккумпап, жареный рис с кимчи. Нам нужен зеленый лук, нарезанная мелким кубиком колбаса или ветчина, чеснок и мелко нарезанное кимчи. На растительном масле сначала немного обжариваем чеснок и зеленый лук. Затем отправляем кимчи и ветчину. Обжариваем несколько минут, постоянно перемешиваем. Теперь добавляем вареный рис. Продолжаем перемешивать, немного обжариваем. В завершении добавляем устричный соус, соевый соус и кунжутное масло. Перед подачей посыпаем кунжутными семечками и сверху жареное яйцо. Все готово. Приготовим многим знакомое корейское блюдо сями. Для этого нужно сварить густой пуктяй и пожарить картошку. На растительном масле сначала обжариваем мясо, затем отправляем лук, жарим до мягкости, затем добавляем побольше соевой пасты. Постоянно перемешиваем, жарим около минуты, затем погружаем картофель и кабачки. Немного обжариваем, по желанию добавляем острый перец. Пару раз перемешали, наливаем воду, столько, чтобы слегка покрылись овощи водой. После закипания добавляем проросший марш. Дальше варим до готовности. В конце понемногу вливаем взбитое яйцо и соль по вкусу. Все готово. Теперь жарим привычным способом картошку. Ну вот, для сями у нас все готово. Густой пуктяй, жареная картошка, кимчи, вареный рис и листы салата. Также понадобится жареная соевая паста или перцовая паста. Берем лист салата, кладем рис, затем кладем пуктяй, жареную картошку, кимчи и немного перцовую пасту. Все это заворачиваем и отправляем в рот. Как вы поняли, сями – это лист салата, в который завернута начинка. И варьировать ингредиенты можно как угодно. Всем приятного аппетита! Приготовим корейские блины кимчи-джон. Для этого берем кимчи и нарезаем на средние части. Туда же отправляем стручковый перец, лук-порей. Понадобится вот такая специальная мука, но так как у многих ее нет, приготовим сами. Берем 1 стакан муки, 1/3 часть стакана крахмала и 1 стакан воды. Перемешиваем, чтобы не было комочков. Затем добавляем растительное масло и сок от кимчи. Тесто должно получиться вот такой консистенции. Переливаем в кимчи, добавляем острый перец и все хорошо перемешиваем. В сковороду наливаем побольше растительного масла и не толстым слоем равномерно распределяем приготовленную смесь. Поджариваем блин до хорошей корочки, затем переворачиваем и дожариваем также. По желанию посыпаем кунжутными семечками. Все готово. Приготовим курицу в соево-медовом соусе. Имбирь и чеснок нарезаем на небольшие части. Лук-порей слегка отбиваем, перекладываем в емкость и наливаем соджу или вино. Посильнее жамкаем, чтобы выделился сок. У курицы разрезаем живот и выпрямляем. Теперь берем сахар, приправу для курицы, соевый соус. Через сито пропускаем луково-чесночный сок и этой смесью полностью обмазываем курицу и отправляем в холодильник на 2 часа. После этого перекладываем на противень и обматываем кончики крыльев и ножек фольгой. Смазываем растительным маслом и отправляем в духовку на 40 минут. Через 10 минут от начала смазываем растительным маслом. Через 10 минут еще раз смазываем растительным маслом. Еще через 10 минут смазываем медом тонким слоем и допекаем оставшееся время. Все готово. Сегодня приготовим блинчики из рисовой муки терим куби. Берем 100% муку чапсаль-кару, в теплую воду добавляем соль и понемногу вливаем в муку, ложкой замешиваем тесто. Тесто должно получиться как густая сметана. В разогретое растительное масло выкладываем небольшую часть теста. Обмакнув ложку в растительное масло, распределяем тесто по сковороде, придавая круглую форму. Жарим с 2 сторон до золотистой корочки. Ждем, когда полностью остынут, сворачиваем в рулетик и нарезаем. Все готово. Приготовим спринг-роллы с мясом и с овощами. Для начала фунчозу отвариваем по инструкции и измельчаем. На кунжутном масле обжариваем фарш до готовности. Далее в сковороду наливаем растительное масло и слегка обжариваем чеснок. После этого закидываем болгарский перец и стручковый перец. Слегка обжариваем, постоянно перемешивая на сильном огне. Далее отправляем пекинскую капусту и регулярно перемешивая, жарим, пока не выпарится сок. После этого погружаем фунчозу и жареный фарш. Все это немного обжариваем, добавляем зелень, соевый соус, устричный соус и соль по вкусу. Начинку остужаем, и теперь нам понадобится рисовая бумага. Бумагу смачиваем в воде и ждем, пока размякнет. Затем кладем начинку и сворачиваем. Все готово.
Жарим мясо с перцем по-китайски. Свинину, нарезанную тонкой соломкой, добавляем соевый соус, черный перец, устричный соус, крахмал и растительное масло. Перемешиваем и оставляем на 10 минут. В отдельную посуду наливаем немного воды, добавляем соевый соус, устричный соус, сахар, соль, чеснок и крахмальную воду. Все, соус готов. На растительном масле сначала обжариваем мясо минуты 5-6. Затем отправляем нарезанный тонкой соломкой стручковый острый перец. Следом наливаем приготовленный соус и тушим все вместе минуты 5-6. Все готово. Приятного аппетита! Когда не знаете, что готовить, приготовьте корейские пирожки на пару пигоди. Муку просеиваем через сито, добавляем соль и сухие дрожжи. Слегка перемешиваем и понемногу наливаем теплой воды, замешиваем мягкое эластичное тесто. Тесто должно слегка липнуть к рукам. И убираем в теплое место на час. Через час тесто нужно немножечко примять и опять отправить в теплое место на час. В мелко нарезанную капусту добавляю фарш, репчатый лук, соль, кориандр, черный перец и чеснок. Хорошо перемешиваем, начинка готова. Тесто шикарно поднялось. Рабочую поверхность слегка присыпаем мукой и перекладываем тесто. Тесто забивать мукой не нужно, слегка помесив, будем нарезать на небольшие части. Примерно 90 грамм. Скатываем в шарики и будем лепить пигоди. Лист предварительно смазываем растительным маслом и отправляем пигоди на расстойку на 20 минут. После того, как вода в пароварке закипит, ставим парить пигоди на 40 минут. Как время пройдет, крышку сразу не открываем, открываем через 10 минут. И вот такие пухляши у меня получились. К ним еще приготовила салат из редьки, специальный соус для пигоди и морковь по-корейски. Все готово. Приготовим очень популярный корейский суп кимчи-тиге. Свинину нарезаем на небольшие кусочки, также на небольшие части нарезаем кимчи. Слегка разогретое растительное масло, погружаем мясо, посыпаем черным перцем и жарим примерно минуты 3-4. Туда же отправляем кимчи и жарим примерно 1 минуту. Далее закидываем лук, один раз перемешав, добавляем перцовую пасту качудян, чеснок, острый перец, сахар, соль, соевый соус, кунжутное масло. Затем наливаем воду и сок от кимчи. Даем супу закипеть и варим 5 минут. Затем добавляем тофу и варим еще 5 минут. В конце добавляем острый перчик, лук-порей и по желанию кунжутные семечки. Подаем с вареным рисом. Все готово. Сегодня приготовим корейский омлет киранчим. Для этого надо будет лук-порей и мелко нарезанная морковь. Хорошо взбиваем 5 яиц и пропускаем через сито. Затем добавляем воду и ставим на сильный огонь. После того, как закипит, огонь уменьшаем. В процессе добавляем соль, постоянно помешиваем. Как только яйца начнут сворачиваться, добавляем морковь, лук-порей, накрываем крышкой и варим еще 3 минуты до готовности. Готовя такой омлет в специальных корейских горшочках, называется тальсот. А также можно приготовить в маленькой кастрюльке. Все готово. Кто не пробовал, обязательно попробуйте, это очень вкусно. Для начала почищенные лапки отвариваем в воде 5 минут после закипания. Берем растительное масло и сахар и ставим на огонь. Как начнет подниматься коричневатая пенка, погружаем куриные лапки. Сразу перемешиваем и добавляем лук-порей, имбирь, чеснок, бадьян, соевый соус и заливаем воду. Тушим под закрытой крышкой до загустения соуса, периодически помешивая. В конце соль добавляем по вкусу. Все готово. Этот рецепт для любителей мяса вам точно понравится. Берем свиную прослойку и ставим варить. Добавляем лук, чеснок, имбирь, лавровый лист, черный перец, пиво. После закипания уменьшаем огонь до среднего и варим 30 минут. Отдельно смешиваем соевый соус, сахар, рисовое вино и кукурузный сироп.
Мясо перекладываем в сковороду, наливаем бульон и приготовленный соус. Тушим на сильном огне, постоянно поливая сверху соусом. Переворачиваем через 15 минут, уменьшаем огонь и доводим до загустения соуса. Тонко нарезаем, сверху поливаем оставшимся соусом. Все готово. Вкусный ужин из курочки. Наливаем масло и сразу добавляем сахар. Ждем, когда поднимется светло-коричневая пеночка. В этот момент сразу погружаем курицу и перемешиваем. Осторожно, будет немного брызгать. Добавляем соевый соус, несколько звездочек бадьяна. Перемешав, накрываем крышкой и тушим на среднем огне. Параллельно варим яйца. В процессе в мясо добавляем соль и чеснок. Доводим курицу до готовности, получается вот с таким вот соком. Очищенные яйца, просушив салфеткой, жарим в большом количестве растительного масла. Теперь берем одну порцию вареного риса, выкладываем несколько кусочков мяса, туда же жареное яйцо, морковь по-корейски, можно любой другой салат. Туда же стручковый перец, сверху поливаем соком от курицы, посыпаем кунжутом. Все готово. Очень сытный вкусный ужин. Приготовим хе из свиных ушек. Свиные уши хорошо чистим, промываем и ставим варить. Кладем лук, соль, лавровый лист и черный перец. Варим до готовности, затем нарезаем соломкой. На растительном масле обжариваем лук, болгарский перец, добавляем соевый соус и паприку. Тушим до мягкости. Свиные ушки добавляем соль, уксус, сахар, черный перец, кориандр, острый перец, чеснок и сверху луковую зажарку. Последнее добавляем кинзу, стручковый красный перец по желанию. Все хорошо перемешиваем и оставляем на 2 часа. А если оставить на ночь, то будет еще вкуснее. Все готово. Креветки в чесночном соусе просто отличная закуска к пиву. Берем свежие креветки, отрезаем длинные усики и делаем надрез на панцире. Зубочисткой достаем тоненькую ниточку, это кишечник, он нам не нужен, убираем. Затем креветки нужно хорошо обсушить. На оливковом масле сначала обжариваем крупно нарезанный чеснок, туда же еще давленный чеснок, слегка прожариваем и добавляем соевый соус. Доводим соус до кипения и добавляем креветки. И жарим, постоянно перемешивая минуты 2-3. В процессе добавляем кусочек сливочного масла, соль и черный перец. В конце добавляем зелень и наслаждаемся. Все готово. Очень вкусные куриные сердечки по-корейски. В небольшое количество растительного масла погружаем сердечки и жарим, пока не выпарится жидкость. Затем добавляем лук и тушим минутки 2-3. Затем добавляем черный перец, кориандр, паприку, соевый соус и чеснок. Все хорошо перемешиваем, немножечко тушим. В конце добавляем зелень, выключив огонь и под закрытой крышкой держим еще 5 минут. Все готово. Приготовим сочные, нежные куриные ножки по-корейски. Берем немного воды, добавляем соевый соус, яблочный уксус, вино, устричный соус, сахар, лавровый лист и бадьян. Куриные ножки опускаем в воду, доводим до кипения и вынимаем. В сковороду наливаем растительное масло, отправляем туда имбирь и чеснок, куриные ножки, банку пива и приготовленный соус. Тушим под закрытой крышкой 30 минут. Периодически помешивая и поливая сверху соусом. Лишняя жидкость выпарилась, соус немного загустел, можно подавать к столу. Ножки сверху обязательно поливаем соусом. Все готово. Сегодня приготовим вкусное холодное кукси со льдом. Мясо нарезаем тоненько соломкой, отправляем в разогретое масло и жарим до готовности. Затем закидываем лук и зеленый стручковый перец. Жарим, периодически помешивая до готовности перца. Далее добавляем чеснок, соль, кориандр, черный перец. Все хорошо размешиваем. Все, наше мясо для кукси готово. Теперь займемся овощами. Капусту нужно нарезать тонко соломкой. Солим ее, хорошо ее жамкаем, чтобы выделился сок. И пока убираем, займемся огурцами. Огурцы нарезаем тонко полукольцами. Солим, слегка перемешиваем, не жамкаем. И оставляем, чтобы выделился сок. Баклажаны режем средней соломкой. Тоже солим, перемешиваем и оставляем дожидаться своего часа. Теперь возвращаемся к капусте. Капусту надо очень хорошо отжать. Не жалеем сил, отжимаем весь сок. Этот сок нам не нужен. Далее на растительном масле обжариваем лук до прозрачности. Затем перекладываем туда отжатую капусту. Зажаривать, пережаривать ее не нужно. Жарим всего лишь минутки 3. Огонь выключаем и заправляем. Кориандр, черный перец, соль, затем сахар, уксус, чеснок и зелень. Хорошо перемешиваем.
Все, капуста наша готова. Баклажаны нужно хорошо промыть холодной водой и слегка отжимаем. На растительном масле жарим лук до прозрачности. Отправляем туда болгарский перец и помидоры. Немного прожариваем, теперь добавляем баклажаны. Периодически помешиваем, жарим до готовности. Заправляем чеснок, соевый соус, кориандр, черный перец, зелень и соль. Хорошо перемешиваем все, закуска из баклажан готова. Но теперь дошла очередь до огурцов. Огурцы слегка отжимаем, сок нам не нужен, и перекладываем в другую посуду. Далее в огурцы добавляем жареный лук, соевый соус, кориандр, черный перец. Затем сахар, уксус, соль, острый перец, зелень и чеснок. Все хорошо перемешиваем. Все, веча для кукси готово. Самое главное в кукси – это вкусно заправить воду. Берем холодную воду, добавляем туда соль, сахар, соевый соус, уксус, нашинкованные огурцы, мелко нарезанные помидоры и давленный чеснок. И теперь все хорошо размешиваем. Пробуйте на вкус. Вкус должен быть кисло-сладкий. Все, кукси-мури готов. И последнее. Из 5 яиц жарим тоненькие блинчики. Затем сворачиваем в рулетик и нарезаем тоненько соломкой. Все, кукси готово. Для кукси подойдет любая тонкая вермишель или спагетти. В глубокую чашку кладем вермишель, капусту, веча, кадича, рядышком мясо с перцем, блинчики с соломкой. Заливаем всю вкуснятину кукси-мури, добавляем кунжутное масло, немного коч-терими, это жареный острый перец, жареные кунжутные семечки и последние кубики льда. И вот такая вот вкуснятина получается в жару, самое то. Приготовим сегодня популярный корейский суп пёхе джангук из свиных позвоночных костей. Итак, для начала их нужно вымочить в холодной воде 2 часа. Затем наливаем чистую воду и варим 10-15 минут. Тем временем листья молодой пекинской капусты заливаем кипятком и оставляем на 5 минут. Потом промываем и отжимаем. Затем добавляем кочудян, чеснок, соевый соус, соджу или водку, сахар и острый перец. Перемешиваем и пока оставляем. Мясо немного побурлило, этот бульон сливаем, а мясо хорошо промываем проточной водой. Наливаем чистую воду, добавляем лук, острый перец, чеснок, соевую пасту, соджу и варим 2 часа. После этого вытаскиваем все овощи и отправляем в бульон заправленную капусту. Варим 10-15 минут. Затем закидываем картофель, соль по вкусу и варим до готовности картофеля. Все, готово. Это очень вкусно. Сегодня приготовим чикен яннем. Это курица в кисло-сладком соусе, по-корейски. Курицу нарезаем на небольшие кусочки, добавляем соль, черный перец, хорошо перемешиваем и оставляем на полчаса. Далее приготовим сахарный сироп. Берем 100 грамм сахара и 100 грамм воды, ставим на огонь и доводим до загустения. Пока оставляем. В курицу добавляем крахмал, муку, соду и 1 яйцо. Тщательно перемешиваем. Стараемся, чтобы курица полностью покрылась в кляре. Хорошо разогреваем масло и отправляем туда курицу. Жарим небольшими порциями до золотистой корочки. Масла нужно очень много, чтобы курица прям плавала. Пожарив до золотистой корочки, вытаскиваем на дуршлаг. Все пожарив, даем курице отдохнуть минуты 10. После этого начинаем жарить второй раз. После двойной обжарки курица получится с очень хрустящей корочкой и внутри будет нежное сочное мясо. Курицу пожарили, теперь будем готовить яннем соус. На растительном масле сначала обжариваем чеснок, желательно мелко нарезать, затем добавляем кетчуп. Также немного жарим, постоянно помешивая, и добавляем перцовую пасту кочудян. Огонь должен быть ниже среднего, чтобы соус не подгорал. Теперь добавляем сахарный сироп, который мы готовили. Постоянно помешивая, доводим до легкого загустения. В конце добавляем яблочный уксус, все хорошо перемешиваем. Все, соус готов, отправляем туда курицу. Обваляв хорошо в соусе, посыпаем кунжутными семечками. Все, готово. Просто пальчики оближешь. Сегодня приготовим ток или рисовые корейские брусочки. Для этого берем рисовую муку, соль и потихоньку наливаем кипяток. Всю массу доводим до комочков. Затем месим руками. Далее рабочую поверхность смазываем кунжутным маслом. Немного помесив, растягиваем в тонкую лепешку. Затем берем лист от пароварки или стимер, как у меня. Кладем тряпочку и на нее лепешку. После закипания воды парим тесто 20 минут. Лепешку выложили, очень горячее. Ждем, когда будет терпимо для рук. Замешиваем горячее тесто. Тесто получается приятное на ощупь и не липнет к рукам. Теперь нужно делать все быстро, пока тесто не остыло. Раскатываем жгутики и нарезаем на небольшие брусочки. Затем каждую катаем, придаем красивую форму. Все, ток для токпоки готов. Можно готовить сразу, а можно заморозить.
Приготовим популярную уличную еду в Корее токбокки. Для начала берем воду и добавляем туда перцовую пасту кочудян, черный перец, острый перец, кукурузный сироп, сахар, кунжутное масло и немного карри. Хорошо перемешиваем. Затем переливаем в сковороду. Как вода закипит, отправляем туда ток и будем варить до загустения соуса. В процессе добавляем яйцо. Не забываем периодически помешивать. Соус загустел, все, снимаем с плиты. Украшаем зеленью и посыпаем кунжутом. Все готово. Приготовим простой и вкусный боккымпап. Сосиски, морковь и кабачок нарезаем мелкими кубиками. На растительном масле поочередно прожариваем все по 1-2 минуте. Морковь, кабачок, затем сосиски. Далее все отодвигаем в сторонку и разбиваем одно яйцо. Жарим яйцо, постоянно перемешивая, затем все соединяем вместе. Далее погружаем в вареный рис. Перемешав, добавляем устричный соус, соевый соус и сливочное масло. Регулярно помешивая, жарим 1-2 минуты. По желанию сверху посыпаем кунжутными семечками и зеленью. Все готово. Приготовим витые сладкие корейские пончики. Сначала просеиваем муку. Добавляем сахар, дрожжи, соль. Все хорошо перемешиваем и начинаем понемногу добавлять молоко. И замешиваем мягкое эластичное тесто, слегка липнущее к рукам. Затем убираем в теплое место на час. Далее тесто разделяем на части. В моем случае я поделила на 10 частей. Сначала раскатываю жгут, затем перекручиваю в разные стороны. Затем соединяю два конца и получается витой пончик. Пончики нужно хорошо защемить. Затем накрываем пленочкой и оставляем на 10 минут. Разогреваем масло и жарим до золотистой корочки со всех сторон. Сверху по желанию можно посыпать сахарной пудрой или сахаром. Все готово. Всем приятного чаепития. Сегодня приготовим хе из вареного мяса. Лук режем тонко полукольцами. Для того, чтобы мясо было сочное, нужно остужать его в бульоне. И нарезаем на средние кусочки. Еще нам понадобится болгарский перец, стручковый перец и помидоры. На растительном масле обжариваем небольшую часть лука. Затем отправляем все нарезанные овощи. И все это прожариваем не больше 1 минутки. Теперь кладем мясо. Мясо нужно просто подогреть до горячего состояния и снимаем с огня. После этого кладем лук и чеснок и сразу перемешиваем, чтобы лук немного пропарился, а чеснок дал запах. Заправляем. Соль, кориандр, черный перец, сладкий молотый перец, острый перец, сахар, уксус и соевый соус. Хорошо перемешиваем и добавляем зелень. Для того, чтобы хе было еще сочнее, добавляем немного бульон от мяса. Перемешали и оставляем на 10 минут, чтобы все пропиталось. Затем обязательно попробуйте. Если не хватает соль, уксус, то добавляйте по своему вкусу. Все готово. Хешник получился просто обалденный. Сегодня приготовим еще одно корейское блюдо, называется чеюкбоккым. Для начала берем свиное мясо и режем на небольшие кусочки. Лук тоже нарезаем крупно. Следом режем морковь тоже крупными кусочками. Грибы для этого блюда подойдут любые. Я возьму один маленький грибочек. На растительном масле в первую очередь нужно немного прожарить мясо. Мясо немного пожарилось, добавляем овощи, лук и морковь. Теперь все хорошо перемешали и будем заправлять. Соль и черный перец кладем по вкусу. Затем кладем острый перец, перцовую пасту, сахар, кукурузный сироп. Если его нет, замените сахаром. Так как идет процесс жарки, нужно помешать, чтобы не подгорело. Теперь добавляем чеснок и соевый соус. На этом этапе делаем медленный огонь и будем тушить до готовности. Уже, как видите, появляется сок. В процессе закидываем стручковый перец. Или же можно заменить на болгарский перец. Теперь закидываем грибы. В оригинале этого блюда добавляют лук-порей, листья перилы. Но так как их у меня нет, я добавлю бок-чой. Вы можете добавить просто зеленый лук. И теперь все жарим, пока не дожарим. Жарим на медленном огне, периодически помешивая. В конце добавляем кунжутное масло. Перед подачей посыпаем кунжутными семечками. Приятного аппетита! Приготовим жареный рис с курицей и овощами. Вареный рис на 2 порции смешиваем с 2 желтками. Все овощи режем мелко кубиками и в первую очередь обжариваем морковь, затем болгарский перец, затем кабачок. Овощи обжариваем только слегка. Теперь добавляем курицу. Так как курица вареная, долго жарить не нужно, отодвигаем все овощи в сторонку и отправляем туда белок. И как только белок прожарится, смешиваем с овощами. Теперь отправляем туда рис и жарим примерно пару минут, постоянно помешивая.
В конце добавляем соевый соус, кунжутное масло по желанию и кусочек сливочного масла. Также по вкусу добавляем соль. Сверху посыпаем кунжутными семечками и подаем к столу. Все готово. Приготовим простое, вкусное и любимое у корейцев блюдо чаджамён. На растительном масле обжариваем мясо около 4 минут. Затем закидываем редьку дайкон и жарим 1 минуту, постоянно помешивая. Далее отправляем лук и постоянно перемешиваем, жарим тоже 1 минуту. Теперь закидываем картофель, кабачок и морковь. Регулярно перемешивая, жарим 2 минуты. Наливаем воду и ждем закипания. После закипания добавляем порошок чаджан и все хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне 8-10 минут. Затем понемногу вливаем крахмальную воду, постоянно перемешивая. Накрываем крышкой и варим еще 2-3 минуты. Чаджамён готов. Теперь варим лапшу и сразу промываем холодной водой. Подаем к столу вермишель, подлив, жареное яйцо и соломкой нарезанные огурцы. Все готово. Приготовим вкусную и простую закуску из яиц по-корейски. Вареные перепелиные яйца наливаем в воду, добавляем соевый соус и сахар. Периодически перемешивая, варим на сильном огне до испарения соуса. Затем добавляем кукурузный сироп, хорошо перемешиваем. Перекладываем в тарелочку, сверху поливаем оставшимся сиропом. По желанию можно добавить кунжутные семечки. Все готово. Приготовим очень вкусное и сытное блюдо – тушеный картофель с мясом. Мясо солим и оставляем на 10 минут. Затем на растительном масле обжариваем, пока не испарится сок. Далее закидываем картофель, морковь, периодически перемешивая, жарим 1 минуту. Затем закидываем лук, капусту и тоже немного обжариваем. Далее добавляем соевый соус, устричный соус, кукурузный сироп, черный перец и наливаем воду. Накрываем крышкой и тушим до готовности. После этого отправляем чеснок, перец и тушим еще пару минут. В конце добавляем зелень, кунжутные семечки, соль по вкусу и подаем к столу. Все готово. Сегодня на ужин приготовим мясо по-тайски. Мясо, говядину или свинину нарезаем средней соломкой. В сковороду наливаем растительное масло и добавляем 2 столовые ложки сахара. Перемешиваем и ждем, когда сахар начнет карамелизоваться. Сахар полностью растворился, и как только начнет подниматься светлая коричневатая пенка, опускаем мясо. Сразу все хорошо перемешиваем и жарим 5 минут. От мяса выделился сок, накрываем крышкой, уменьшаем огонь и тушим 20 минут, периодически перемешивая. После этого добавляем чеснок и немного прожариваем. Далее отправляем лук и добавляем соевый соус. Жарим до мягкости лука. Теперь добавляем болгарский перец, немного соли и черный перец. Обжариваем пару минут, выключаем огонь. В конце добавляем уксусную эссенцию и зелень. Хорошо перемешиваем. По желанию можно добавить острый перец. Все готово.